Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный корсет по новой выкройке от нашей школы шитья. Распечатали выкройку, проверили контрольный квадрат, склеиваем детали выкройки. Чтобы не вырезать каждый раз нужный размер, переведем детали выкройки на бумагу. Не забываем переносить все метки. Выкройка уже имеет припуски на швы. По всем швам на корсете по 1 сантиметру и по месту вшивания чашки 7 миллиметров. Также припуски на чашке 7 миллиметров. В этой выкройке корсета по верхнему и нижнему срезу нет припусков. Для того, чтобы сделать выкройку для внутренней плотной чашки, убираем все припуски. Вот так по 7 миллиметров. И этот припуск мы срезаем. Шить я буду из вот такого атласа средней плотности. Он имеет небольшое поперечное растяжение. Дублировать лицевую ткань я буду дублерином на хлопчатобумажной основе. Он не тянется ни в одну из сторон. Проклеиваем отрез ткани для лицевой стороны. Готово. Складываем ткань вдвое. Центральную часть спереди прикладываем к сгибу ткани. Спинку краим как нам хочется. Выкройка дана для любых вариантов. И под молнию, и под люверсы, и под петли. Я буду делать корсет со шнуровкой на петлях. Выкраиваю корсет, лицевую и изнаночную части. Так. Сшиваем детали корсета с припуском 1 сантиметр по всем швам. Детали чашки сшиваем с припуском 7 миллиметров. Обратите внимание, при стачивании деталей в точке начала припуска детали соединять нужно точно вровень. После того, как сшиты швы, на лицевой стороне корсета сделаем кулиски для косточек. Пришиваем припуски к корсету, прокладываем строчки с двух сторон от шва на расстоянии 7 миллиметров. Кулиски готовы. Отутюживаем лицевую часть корсета. Швы на изнанке в разутюжку. Чашки шьем так. Сначала сшиваем нижние детали, разутюживаем и пришиваем к ним верхнюю деталь. Все с припуском 7 миллиметров. Нижний припуск немного подрезаем и на круглой колодке заутюживаем горизонтальный шов вверх. И формируем чашку, немного вытягивая центр и сутюживая края. Чашки из лицевой ткани у нас проклеены дублерином, а чашки для изнанки только из ткани. Теперь пришиваем отрезной бачок. Совмещаем метки на деталях иголками. Затем прометаем вручную. Так. И стачиваем с припуском 1 сантиметр. Делаем надрезы на припуске. Припуск направляем вверх
и прокладываем строчку на расстоянии 1 мм от шва. Срезаем лишнее и немного подрезаем один из припусков. На изнанке на припуске бачка вырезаем небольшие треугольники. А на припуске корсета делаем надсечки. И пришиваем припуски в раскреп. Отутюживаем. Переходим к шнуровке корсета. Берем ригелин шириной 12 мм. Измеряем нужную длину. Концы ригелина обрабатываем бумажным скотчем. Ригелин пришиваем на расстоянии 1 см от среза. Двумя строчками по краям ригелина. Теперь размечаем петли, отступаем по 1 сантиметру от верхнего и нижнего среза. И получившееся расстояние делим на равные промежутки. Я делю на 10 частей. У меня получается расстояние 2 сантиметра 4 миллиметра. Подкладываем снизу полоску бумаги. Иголку вводим, отступив от среза ткани 3 мм. И выйти иголка должна после строчки на расстоянии 3-4 мм. Теперь берем ленточку или корсетный шнур, подкалываем конец ленты и начинаем обвивать иголки вот таким способом. Старайтесь сделать равномерное натяжение ленты или шнура. В конце закрепляем. Готово. Строчку прокладываем, отступив 2 мм от строчки, к которой мы пришивали кость. Теперь удаляем бумагу. По предыдущей строчке еще раз с закрепками шьем. Петли подготовлены. Совмещаем лицевые и изнаночные стороны по линии шнуровки. Прокладываем строчку в 1 мм от косточки. Вот так это выглядит. По изнанке прокладываем строчку, припуск повернут в сторону изнанки. Так, и теперь прокладываем строчку на лицевой стороне на расстоянии 7 мм от края. Итак, петли для шнуровки корсета у нас готовы.
Соединяем лицо и изнанку корсета в области чашек. Шьем, отступив от среза 4 мм. Соединяем лицо и изнанку чашек. Шьем, отступив от среза 4 мм. Вшиваем чашку в корсет. На расстоянии 7 мм детали совмещаем точно вровень. Совмещаем швы и метки. Распределяем чашку в отверстие. Срез чашки должен быть немного припосажен. Шьем с припуском 7 мм. Подготавливаем тоннельную ленту для подгрудного каркаса. Как это сделать, можно посмотреть мой урок на YouTube. Ленту прикладываем так, чтобы она закрыла шов притачивания чашки. Можно сначала ее приметать. Я всегда пришиваю ленту вот таким образом, чтобы по краю она создавала волну, то есть припосаживаю ее. А это делается для того, чтобы она хорошо легла под чашкой и не стягивала ткань. Шьем по внутреннему краю тоннельной ленты. Срезаем припуски, оставив 3 мм. Приметываем второй край ленты. Прокладываю строчку, используя одностороннюю лапку, отступив от шва 8-9 мм. На этом этапе мы вшиваем в корсет внутренние плотные чашки. Как их сделать своими руками и вшить в корсет, смотрите мой предыдущий мастер-класс «Чашки в корсет». Теперь ставим подгрудные косточки каркасы. У подходящей косточки ее концы не доходят до срезов на 1 см. Берем пластиковую косточку шириной 5-6 мм. Отмеряем нужную длину. Косточка должна быть короче кулиски на 1 см сверху и на 1 см снизу. Сразу делаем парную косточку. Немного скругляем уголки.
Также оплавляем огнем. Вставляем косточки в кулиски. Так. Продолжаем. Ставим все косточки. Помним, что косточки не доходят до верхнего и нижнего среза на 1 сантиметр. Мы поставили все косточки. Выкраиваем из основной ткани полоски шириной 4 сантиметра. Соединим верхний срез корсета, совместив все швы. Прокладываем строчку на расстоянии 4 мм от края. К лицевой стороне прикладываем ленту и шьем на ширину лапки. Срезаем ленту, оставив свободным 1 сантиметр. Подравниваем срез. Теперь ленту отворачиваем наизнанку, подгибаем и приметываем вручную. В конце вот так закрываем срез и приметываем. Прокладываем строчку, попадая в шов притачивания. Наметим центр между чашечками. Теперь пришьем ленту по центру вот так. Обозначим центр иголкой. Разворачиваемся, шьем дальше. Вот так это выглядит. Срезаем лишнее. Оставляем свободные концы ленты 1 сантиметр. Подравниваем. По центру надрезаем. Оборачиваем ленту на изнаночную сторону. Концы ленты вот так закрываем. Приметываем. Прокладываем строчку. По центру выреза небольшой лишний участок ленты можно зашить вручную или на машинке.
этот зашитый участок, вот эту маленькую треугольную выточку, пришиваю вручную с изнанки, оттянув ее вниз. Нижний срез корсета также соединяем иголками и прокладываем строчку. Пришиваем ленту по аналогии с верхним срезом. Подравниваем срез. Оставляем свободные концы ленты по 1 сантиметру. Также закрываем срезы ленты по аналогии с верхним срезом, приметываем и пришиваем. И наш корсет абсолютно готов. Напоминаю, что выкройку этого корсета в 5 размерах вы можете приобрести на сайте нашей школы. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.